Приветствую вас на своем канале по изучению основ работы Primavera PSX. Сегодня в видео я расскажу о базовых планах или целевых планах, кому как удобно. Умение пользоваться базовыми планами, я считаю, это один из самых важных навыков в анализе проекта. Базовый план – это точная копия исходного плана проекта. Он отражает исходные цели проекта. Этот план, на основании которого вы можете отслеживать затраты, сроки выполнения и прогресс проекта. P6 для одного проекта можно использовать неограниченное количество базовых планов. При этом одновременно с текущим графиком на диаграмме Ганта можно сравнивать до 4 базовых планов. В процессе выполнения проекта базовые планы могут быть обновлены, но в этом видео мы не будем рассматривать эти функции. Запускаем P6, делаем копию какого-нибудь проекта. Для дальнейшей наглядности зайдите в копию и поменяйте длительность операции. Не забывайте рассчитать расписание. Закрываем проект. Открываем исходный проект. Для того, чтобы зайти в базовые планы, необходимо нажать «Проект», «Базовые планы». В открывшемся окне нажимаем «Добавить». Как видим, появилось уточнение. Сохранить копию текущего проекта как базовый план или другой проект как новый базовый план текущего проекта. Сохраним по первому варианту. Создался базовый план на основании нашего проекта. А вот если нажмем второй вариант и выберем наш скопированный проект, то данный проект исчезнет из видимых проектов. Теперь, если мы нажмем «Удалить этот базовый план», то он не появится обратно в проектах и исчезнет совсем. Для того, чтобы он снова появился в проектах, нужно нажать «Восстановить». Теперь его снова видно в наших проектах. Повторяем манипуляции по созданию базового плана. Внизу есть строка для выбора типа базового плана. Она не обязательна. Теперь нужно назначить базовый план на наш проект. Обращу внимание, чтобы корректно назначился базовый план, необходимо, чтобы идентификаторы операций совпадали. Нажимаем «Проект», «Назначение базовых планов». В этом окне можно выбрать, на какой проект назначаем базовый план, а также 4 окошка для выбора 4 базовых планов. Выбрав необходимый базовый план, нажимаем «Ок». В диаграмме Ганта появились желтые полоски под длительностью операции с длительностями из базового плана. Если у вас не появились желтые полоски, то советую посмотреть видео «Как настроить диаграмму Ганта». В окне операции добавим колонки начала и окончания по целевому плану. Также в колонках можно добавить отклонения по длительности от базовых планов. Теперь для того, чтобы удалить или восстановить проект из базового плана, нужно вначале убрать базовый план из назначения. На этом видео о базовых планах я закончу. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!